Свита Гекаты. О свите Гекаты принято говорить лишь вскользь, упоминая, что ее сопровождают лай собак, волчий вой и дыхание мертвецов. А зря. К ее частностям можно обращаться в отдельных магических практиках. Конечно, сперва о собаках. Гекату изображают со стаей темных псов у ног. Во все времена говорили, что ее появление предваряет вой собак. Но почему так получилось? Почему лунную богиню ассоциируют не с ночными животными, а именно с собаками? Одна из правдоподобных исторических версий — из-за трехликости иногда Гекату соотносили с мифическим псом Цербером. Собственно, у них похожий магический функционал. Оба привратники, оба ключники. Только Геката охраняет мир магии от профанов, а профанов от магии, а Цербер стоит у входа в царство мертвых. Как вы знаете из греческой мифологии, Цербер — это огромный страшный зверь о 3 головах. Хотя 3 головы — это относительно современная интерпретация, в древних источниках Цербера можно встретить и 100-главым, который сторожит царство мертвых, не позволяя живым и мертвым видеть друг друга. Мы с вами помним, что категория смерти и царства мертвых — это в том числе и поле видения, поле воспринимающей магии. Это вотчина Гекаты, она тоже привратник. Она сторожит не только самих мертвецов, но и ситху ясновидения. Не каждому человеку по праву дается видение, в противном случае начался бы полный Вавилон. Право на видение и скоростные лифты, которые дает Геката. Право на общение с мертвыми, которое дает Геката. Это все неформальные вещи. Такие права добываются не в ритуалах, это скорее воспитание в себе воспринимающего поля и подготовка сознания к тому, чтобы такое было естественным и потому безопасным для практика и окружающих его людей. Цербер — это карающая сила, но и Геката почитается как грозная богиня, у нее тоже есть карающие ипостаси. Защиты, поставленные через Гекату, очень жесткие. В индуизме есть очень интересный персонаж – Яма, бог смерти. Его еще называют адский князь или даже Антака, губитель. У него тоже была свита, в которой было много разных животных, в том числе и пес Сарвара. Многие исследователи сходятся, что этимологически Цербер вырос из этого Сарвары. Имя было приправлено проиндоевропейским словом «керберос» – «пятнистый». Кстати, бог Яма пережил примерно такие же репутационные коллизии, как и Геката. Изначально он считался солярным богом, обеспечивающим райскую жизнь для умерших, зеркальный мир, где есть изысканные яства и все доступные земные наслаждения. Но по мере развития мифа он превратился скорее в бога-карателя, который путешествует по миру и выбирает, кого из людей перенести в свой мрак. Выбранных людей уносят как раз 2 принадлежащие ему собаки. У Ямы есть даже свой собственный Стикс – река Вайтарини. Правда, Стикс описывают как что-то сумрачно-романтичное, а Вайтарини – это страшное место со зловонными водами, кровью, останками. Возможно, это связано с погребальными обрядами местности. О Цербере мы знаем из великих античных произведений искусства – Илиады Гомера и Теогонии Гесиода. В первоначальных источниках у него было не 3, а целых 50 голов. Также первоначально образ Цербера был тесно связан со змеями. Опять же, змеиные аспекты есть и в образе Гекаты. Говорилось, что вместо хвоста у него змея, что из спины, шеи и живота растут змеи. Не напоминает ли вам этот образ то, что мы чувствуем в медитациях при работе с восходящим потоком в канале Гекаты? В поздней античности Цербер стал внешне таким, каким мы его знаем и любим – огромным псом о 3 головах. В античности Церберу жертвовали мед и хлеб, в руку покойникам вкладывали медовую лепешку, чтобы те на входе могли покормить собачку. Романтичное описание Цербера у Данте.
Трехглавый цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет в этой топе смрадной. Его глаза багровы, вздут живот, жир в черной бороде, когтистые руки, он мучит души, кожу с мясом рвет. Обратите внимание на багровые глаза чудовища. Другие источники говорят о том, что у собак, сопровождающих Гекату, именно красные глаза. То есть псы Гекаты — это охранный аспект канала. Кстати, еще один любопытный момент. Считалось, что среди живых видеть Гекату способны лишь собаки. А теперь вспомните известное деревенское поверье. Псы воют к мертвецу. Они чувствуют приближение той, что ближе всех к миру смерти. В свите Гекаты есть и карающий аспект. Ее сопровождают не только псы и волки, но и демоны. Например, Эмпуса, прекрасная и ужасная вампирша, всегда причислялась именно к свите Гекаты. Призрак, который может принять вид коровы, собаки или прекрасной девушки. У Эмпусы ослиные ноги, одна из которых медная. Вот что пишет о ней Кун в мифах и легендах Древней Греции. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со ослиными ногами. Заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, оно выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущее тело. Этому демону родственны греческие эринии, которые сопоставимы с римскими фуриями, богини возмездия. Их изображают с волосами в виде змей. Месть их своеобразна и чисто в стиле канала Гекаты. Они наводят на совершивших преступление морок, ввергают их в безумие. Среди них есть рожденная от крови оскопленного урана Тисифона, которая мстит за убийство. Есть Алекто, которая умеет вливать злобу в людские сердца. Есть олицетворение зависти и мести Мегера. С Ириниями непосредственно связаны Мойры, они ведь тоже дочери ночи. Иринии — сеятели хаоса, Мойры отвечают за порядок, плетут судьбу людей, и это тоже в рамках влияния Гекаты. Ведь с помощью колдовства можно сплести себе иную судьбу.